Итак, друзья, мы провели тест. Если вы хотите сразу посмотреть концовку, внизу ссылочка, сразу переходите по ней. А если вы хотите посмотреть полностью, как мы это все делали, то смотрим дальше. Как мы обрабатывали грунтовкой, сколько раз обрабатывали, какой грунтовкой, какой бетоноконтакт применяли, какая плитка была и так далее, какой клей. Все полностью здесь рассказывается в видео. Итак, всем привет! Сегодня в видео мы будем тестировать, какой способ клейки плитки подойдет вот именно на эту стену. Это крашеная стена, да, ванная комната. Здесь решили сделать ремонт. Первый раз, когда строили, это покрасили стену. Это краска на водной основе, влагостойкая, специальная для ванн. Она очень-очень крепкая. Вопрос в следующем. Мы будем тестировать различные способы методом простым. Да? Никто вам, никакой мастер вам не скажет, что вот здесь нужно применить вот этот метод, и он будет идеальный. Если вы не хотите переплачивать, если вы не хотите делать двойную работу, то обязательно возьмите и протестируйте. Поклейте маленькие плиточки, подождите, когда пройдет время высыхания, и посмотрите, попробуйте отклеить, и посмотрите, где лучше всего. Значит, у нас будет 6 плиток, 6 опытных образцов. Здесь я снял краску. Это у нас шпаклевка, видите, она даже сыпется. Финишная шпаклевка, как мел. Для чего грунтовка вообще применяется? Грунтовка применяется как раз таки для связывания вот таких поверхностей. Когда грунтовка высыхает, когда пропитывается вовнутрь и высыхает, она кристаллизуется. И вот как раз вот не дает вот это вот отходить вот этой вот пыли, вот этой вот шпаклевки. Итак, у нас будет 6 способов. Первый способ. Так как поверхность прям очень-очень сильная такая, маркая, да, мы сделаем грунтовку в 3 слоя. Согласно описанию, будем использовать церезит. Будем использовать церезит ST17. Это грунтовка глубокого проникновения, самая популярная. Можно еще было применить концентрат, это было бы еще лучше, но на этапе тестирования это очень хорошо. Первый мы будем применять просто грунтовку в 3 слоя. Согласно инструкции, до высыхания, до начала кристаллизации необходимо 2-4 часа, чтобы прошло, в зависимости от поверхности. Мы дадим максимально 4 часа в 3 слоя. Вторая плитка будет грунтовка в 3 слоя по технологии церезит. То есть сам завод церезит рекомендует как? Взять грунтовку, намазать, вообще рекомендуют всего 1 раз, и потом применить бетоноконтакт. Мы же сделаем по-другому, намажем 3 раза. Почему? Потому что рекомендуют они грунтовку ST+. ST+ в нашем городе я не нашел, поэтому я применил эту грунтовку тоже 3 раза, чтобы максимально достоверно было. И после полного высыхания, согласно инструкции, мы применим здесь бетоноконтакт и потом наклеим плитку. Не снимая краски, мы наклеим, значит, первый способ просто однократная грунтовка. Второй способ однократная грунтовка плюс после высыхания бетоноконтакт. Здесь способ на покраске у нас будет 3-кратная грунтовка поверх краски. И вот в этом месте у меня завалялся еще один церезит 2016 года. Ему получается больше 4 лет. Ему получается больше 4 лет, 4,5 года. Я крупным планом сейчас сниму попозже. И вот здесь мы применим 3-кратную старую грунтовку. И одновременно еще приведем один опыт сравнения новой грунтовки, которая в этом году, который получается всего 5 месяцев с момента выпуска, и старой грунтовки, но при этом она не подвергалась замораживанию. Она уже начатая, но она не подвергалась замораживанию. Она хранилась в подвале, я просто про нее забыл, случайно нашел, и мы ее здесь применим. И посмотрим на отрываемость, имеет ли значение старая грунтовка и новая грунтовка. Сейчас я сниму крупным планом, и вы посмотрите еще разницу. Так, вот 2 грунтовки. Видно дату. 2016 год.
7 месяц. Получается 4,5 года. И видим здесь 20 год, 5 месяц. При всем при этом я почитал описание, и вот на старой грунтовке, вот здесь вот видно, срок годности 12 месяцев. На новых грунтовках уже пишут срок годности 24 месяца. Еще раз повторюсь, их не замораживали, это свежая грунтовка. Эту грунтовку не подвергали заморозке, она не стояла на улице, она стояла в помещении, там, при комнатной температуре, грубо говоря, в подвале. Это начатая грунтовка. Очень интересно будет посмотреть, одинаково ли они себя поведут при такой разнице в возрасте. Конечно же, перед тем, как грунтовать, мы очень хорошо сболтали, чтобы не было никакой осадки. Буду грунтовать не валиком, а кистью, чтобы прям вот максимально нанести. Вот смотрите, пыль. Кстати, ее надо сначала отряхнуть. Вот для этого и применяется грунтовка, чтобы вот этого не было. Кстати, посмотрим, да, запомните, вот как сейчас пыль отходит. Не пыль, это есть сама шпаклевка. И как будет потом. Все. Смотрим ускоренную версию. Ну что, друзья, вот у нас прошло время грунтовки, выдержали необходимое время, теперь у нас пришло время бетоноконтакта. Бетоноконтакт мы используем вот такой, фирмы Dali. Конечно же, обязательно, прежде всего, необходимо перемешать, потому что кварц оседает на дно банки. Какой бы ни был бетоноконтакт, необходимо его перемешать. Вот такую штуку купите в магазине. Надеваете на дрель и спокойно перемешиваете. Ставим на малые обороты и потихоньку перемешиваем. Будьте аккуратны. Вот слышите, там внизу собрался кварц, и прям слышно, как сейчас скребет кварц и перемешивает. Теперь просто берем кисть и намазываем необходимую поверхность. Как пользоваться бетоноконтактом? Просто вот так вот уже мажем. Можно валиком, можно кисточкой, можно даже через распылитель. Цель бетоноконтакта: во-первых, сделать хорошую скрепляемость между материалами, между поверхностью и следующим слоем, который пойдет после бетоноконтакта. Вот этот вот кварц, он как раз таки создает такое. По идее, даже говорят, можно бетоноконтакт использовать, намазав, нанести на стекло. Но главное, что нам сейчас протестировать надо? Надо протестировать тот момент, что отойдет ли сам бетоноконтакт от шпаклевки. И здесь отойдет ли бетоноконтакт от стены с краской. Либо, допустим, плитка вместе с слоем краски отойдет. Наша задача именно просто сейчас в данный момент протестировать. Все. Читаем обязательно инструкцию, следуем инструкции. Каждый производитель делает под себя с добавками, все знает. Инструкцию пишет именно под свой продукт. 3 часа до полного высыхания, и можно использовать уже клеить плитку на плиточный клей. Все, друзья. Если у вас осталась спичка, обязательно помойте, обязательно все промойте хорошо. До встречи. Итак, грунтовка подсохла, бетоноконтакт подсох. Продолжаем наше тестирование. Пускай это вот выглядит не очень эстетично, зато это будет прям проверенный, не просто там какими-то словами
теорией, а это действительно проверено на практике. То, что мы сейчас будем клеить на разные поверхности, по-разному обработано. А вообще вот я сейчас применяю именно клей SM16. Это один из самых крепких клеев церезита. По технологии самого церезита, напомню, здесь должно быть обработано грунтовкой церезитовской, потом бетоноконтактом церезитовским, и должны применяться клей SM117. Но у нас в городе его нету, поэтому я взял SM16. Это тоже очень крепкий клей для вообще всех поверхностей, эластичный. И что я еще увидел в Леруа? В Леруа продают клей SM111. Его очень хорошо берут, он очень популярный. Но, извините, я SM11 на сайте Церезита вообще не нашел. Получается, Церезит выпускает специально для Леруа какой-то клей, описание которого даже нету на самом сайте Церезит. Итак, как же замешиваем клей? Все очень просто. Купили клей. Берем емкость, ведро, например, насыпаем туда в сухом виде смесь, добавляем воды, берем наш любимый миксер и перемешиваем до сметанообразного состояния. Хочу заранее сказать, видите клееночка? Любую пленку, когда вы работаете с сухими смесями, сыпучими смесями, постелите пленку, не будет такого, что не просыпали что-то. Если у вас кардинальный капитальный ремонт, то это понятное дело. Но если у вас идет частичный ремонт, у меня здесь плитка нормальная, чтобы ничего не запачкать, постелите, не пожалеете. Итак, смотрим дальше. Наливаем воды, именно сначала сухую смесь, а потом вода. И перемешиваем. Смотрите, вот мы перемешали до сметанообразного состояния. Сейчас нужно еще раз хорошенько, чтобы перемешалось, чтобы нигде не было сухих частей. После этого оставляем на 5 минут, чтобы пошла реакция. И после этого еще раз перемешиваем и начинаем уже клеить. Итак, прошло 5 минут. Перемешиваем еще раз окончательно, хорошенько. Чтоб никаких комочков не было. Вот такое состояние должно быть. Отлично. Вот такую плитку будем клеить. Она у меня немножко битая, поэтому как раз для тестового варианта это идеально. Так как она тонкая и небольшая, поэтому используем максимально, не максимально, вот такую гребенку 0,6 на 0,6. Этого достаточно. И шпатель нам нужен. Все. Что мы делаем? Берем клей, размазываем. После этого нам всего лишь нужно сделать шпателем бороздки. Лишнее убираем. Все. Специально прибил вот такие досочки, прикрутил, чтобы не было погрешности на сползание плитки. Мы убираем сразу погрешность, мы делаем прям максимально правдоподобный, правильный опыт. Все. Не надо тут сильно колотить. Хотите, можете взять маленький молоточек. Хотите, кулачком. Смотрите, вот в этом месте мы применили, этого варианта вообще не должно было быть. Но раз уж у нас бетоноконтакт остался, поэтому здесь мы применили то, что нам рекомендовал первый мастер. Просто на краску, на стену с краской нанести бетоноконтакт. И сверху приклеить плитку. То есть этот вариант, это самый, по-моему, скажем, прямо уебищный вариант. Я не знаю, я пока не согласен. Но если это простоит и будет держаться, я лично позвоню мастеру, скажу: извини, я думал, что ты, ну ладно, просто скажу извини. Вот, лишнее убираем.
Ну, так нету. Ну и так далее, все плитки. Итак, плитку мы приклеили. Не обращайте внимания на то, что она битая, где-то отколотая. Смысл этого опыта именно как отреагирует поверхность. Вот сейчас мы подождем 3 суток, потом проведем тест на отрывание, оторвем плитку и посмотрим, отходит она с краской, отходит она без клея, отходит она с шпаклевкой, отходит она с бетоноконтактом. В этом весь смысл. А то, что она неровная, ничего страшного. Итак, финальная стадия. 7 видов обработки. Приклеили плитку. Теперь смотрим, проверяем на отрываемость. Первые 2 плитки это у нас просто поверх краски 3 раза обработали грунтовкой. Это старая грунтовка, которой почти 5 лет, 4,5 года. Это свежая грунтовка. 3 обработки. Давайте проверять. Ну, слушайте, хорошо держит. Итак, хотел сказать, прошло 5 дней вместо 3, которых я хотел. Ну, чувствуется, что с краской отходит. Ну, крепко держит. Реально крепко. Вот, с краской отрываю. О, краска здесь не помеха, сразу скажу. Смотрите. То есть я дошел, видите, я вместе с сеткой оторвал, получается, до самой сетки оторвал. Краска потом, значит, идет, вот, обратите внимание, крупным планом покажу. Вот уже шпаклевка идет, то есть обработка 3-кратно, это хорошо. Здесь вот даже не оторвалось, здесь оторвалось, видите, даже с сеткой, вот именно вот здесь вот с сеткой оторвалось, это супер. Дальше. Вот так поставим. Это была старая грунтовка. Ну, по-моему, то же самое будет. Тоже чувствуется, что отрывается именно вместе с... Да, также идет отрыв. Я чувствую прям как... Ну, прикрепилась, конечно, пропиталась, конечно, отлично. Реально, смотрите. То есть, о чем нам это говорит? Крупным планом показываю. Вот тут краска. Вот это шпаклевка, которую мы 3 раза пропитали грунтовкой. Смотрите. Видите, только сетка осталась. То есть мы так пропитали ее максимально, что ваш этот оторвали вместе с сеткой. Идем дальше. Здесь у нас однократная обработка грунтовки плюс бетоноконтакт. С этой стороны просто однократная обработка грунтовки. Проверим. Грунтовка плюс бетоноконтакт. Отошло легче. Отошло легче, оно и видно, да? Даже вот видно по... Вот здесь вот просто краска отошла. И немножко небольшой слой всего со шпаклевкой. Вот видно. Вот здесь вот только. Так что этот вариант грунтовка плюс бетон-контакт нам не подходит. Давайте здесь сейчас зацепим. Однократная обработка грунтовки. Ну, то же самое видно. Однократная обработка грунтовки до сетки не прошло, то есть не глубокая обработка получилась. В одном месте только взялось до шпаклевки. Это просто краска слезла. То есть пока мне трехкратная обработка нравится очень. Идем дальше. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, значит, напоминаю, сняли краску, слой краски, шпаклевка, обработали трехкратно грунтовкой,
здесь обработали трехкратной грунтовкой плюс бетоноконтакт. И здесь просто поверх краски обработали бетоноконтактом. Проверяем. Ну, здесь, в принципе, что и требовалось, как бы. Ну, то же самое, что с грунтовкой, но, честно говоря, если сравнить, вот так сейчас поставим, если сравнить однократная грунтовка и просто бетоноконтакт, примерно одно и то же. Но с бетоноконтактом как-то получше, посильнее держала. Вот это вот самое интересное тоже. Походу вместе с стеночкой буду отлупать. Смотрите, да? Как схватилось, видите? Прям вот здесь вот отходит. Прям гуляет вот. Видите? Как стеночка прям гуляет. Хорошо держит. То есть вот он схватился. Получается как именно... Получается сейчас стоит малярная сетка. Потом идет шпаклевка. Потом была покраска. Сняли верхний слой краски. И полностью 3 раза прогрунтовали. И грунтовка прошла настолько насквозь, что через малярную сетку прошла до нижнего слоя шпаклевки. И все это целиком взялось. Ну, будем отрывать, что же делать. Я вижу, прям отходит вместе со стеночкой. Видите? Ну, прям хорошо. Прям сетку порвал. Давайте так возьмем. Прям сетку. По сути, просто сетку отрываем. Я вам сейчас покажу. Вот. Видите? То есть докуда дошло. То есть трехкратная обработка плюс бетоноконтакт. Прям на ура. Но при этом мы, конечно, сняли краску. Сейчас пробуем просто по шпаклевке. Трехкратная обработка. И это эффект тот же. Видите, прям отрыв пошел по сетке. То есть пропиталась настолько, что вот здесь вот вся грунтовка, шпаклевка, которая была под сеткой. Видите, вот этот слой. Вся оказалась вот здесь уже рассыпана. Просто мы ее вырвали, по сути. Ну, просто сетку открываем в данный момент. Вывод какой могу... О, вот это вообще, конечно. То есть, смотрите, да, вот тут видно сразу наглядно. Так вот уберем. Смотрите, наглядно показываю. Просто грунтовка и грунтовка и плюс бетоноконтакт. То есть здесь, если покрошилась, вот здесь вот покрошилась, то здесь даже не покрошилась, она полностью вместе с сеткой целиком оторвала. Что я могу вам сказать? Давайте сделаем вывод. Так как мне здесь все-таки вот лучше видно, сразу скажу, там мастера и другие личности, которые будут писать, я понимаю, что не было еще полного сцепления, клей не набрал нужную свою прям прочность. И прошло 5 дней, но этого достаточно. Мы сравниваем одинаково, в одинаковых условиях, сравниваем на отрываемость, как вообще будет отрываться. Поэтому этого достаточно 5 дней. Сразу скажу, тут тень сейчас упадет, ну ничего. Что мне понравилось? Прежде всего, конечно, 100% понравился вариант. Видите, если у вас сетка наклеена, малярная сетка, либо паутинка, то при трехкратной грунтовке снять краску, как я показывал в видео ниже, то просто посмотрите, если получится снять краску, снимите, обработайте трехкратно без бетоноконтакта. Смотрите как, прям с бетоноконтактом полностью все снимается.
ой, без бетонного контакта полностью все снимается, вообще супер. Второй вариант с бетонным контактом, но бесполезный бетонный контакт, я вам скажу, по сути своей. Он не дает того эффекта, который бы я ожидал. То есть вот просто бетонный контакт намазали. Самый лучший вариант — трехкратная грунтовка при снятии краски. Второй вариант — просто трехкратная свежая грунтовка. Трехкратная свежая грунтовка поверх краски. Прошла краска, помните, на водной основе. То есть пропитка грунтовки прошла слой краски, прошла первый слой шпаклевки, прошла сетку малярную, прошла паутинку, там по-разному кто-то что-то делает, и дошла до шпаклевки, которая находится под сеткой. Это второй вариант, который прям мне понравился. Потом идет, конечно, с бетоноконтактом. И уже просто старая грунтовка. Ну, старая грунтовка, сами смотрите, можно просто какой-то слой, если у вас осталась старая грунтовка, то лучше ее помешать. Не мешать, я имею в виду, а обработать однократно. Сначала старой грунтовкой, потом дважды обработать свежей грунтовкой. Все, это лучший вариант. Теперь, я думаю, вывод вы сами сможете сделать. Видите, вот этот вариант идеальный. Все, если вам понравилось, ставите лайк. Итак, подытожим. Конечно же, самый лучший способ — это снять краску, снять шпаклевку, в общем, до первоначального вида штукатурки. Тогда у вас не будет никаких проблем. Тогда у вас не будет вообще мыслей отвалится, не отвалится, какую плитку применить, тяжелую, легкую, мозаику. Вы можете делать все, что в вашей душе угодно. Да, я сделал именно так, потому что плитка у нас большая, 60 сантиметров на 20, плюс еще дополнительно пристрой стены мы сделали, поэтому я решил снять краску, снять шпаклевку и именно таким методом сделать. В следующем видео вы можете посмотреть итог. Но всегда есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют это сделать, например, средства не позволяют это сделать дополнительно, возможности, время, еще что-то. Поэтому два способа, которые я все-таки считаю могут быть применены, но при определенных условиях. Первый способ — это просто грунтовка в несколько слоев, но учитывать надо, что краска не масляная, а краска на водной основе, через которую проходит грунтовка, проходит до самой шпаклевки. Не менее 3 раз прогрунтовать, а лучше 4-5 раз, но при этом применять плитку не тяжелую. Это важно, либо мозаику. И не на всю стену, а частично. Возможно, у вас такой метод, там какая-то часть стены, либо до середины стены, либо это, возможно, применяется на кухне для фартука, вы сейчас смотрите видео. Тогда это допустимо, это будет стоять, это будет долго стоять, это не рухнет, не отклеится, это однозначно. Еще один способ — это все-таки снять краску. На картинке видно, это самая левая плитка, самая первая под номером 1. Это самая последняя, которую я отклеивал. Снять краску и прогрунтовать не менее 3 раз саму шпаклевку. Проходит насквозь настолько, что по видео видно было, как ее просто отдирал вместе с малярной сеткой. Вот куском просто оторвал. Там допустимо, опять же, клеить плитку не очень тяжелую. Ее можно, в принципе, даже на всю стену таким методом, если вы краску сняли и просто поверх шпаклевки. Я говорю, ситуации разные бывают. Это не технологично, но это допустимо. Но при этом нужно тоже учитывать момент, что это с самого основания клеится плитка, что сама плитка имеет опору. Первая линия плитки имеет опору. Эта конструкция вся не висит на стене, это важно. Дополнительно можно по углам время от времени усилять дюпелями. Этот метод нетрудный, просто в углах плитки вы сверливаете при клейке плитки именно. Вы сверливаете так, чтобы потом клей схватил этот дюпель и конструкция целиком еще дополнительно имела контакт со стеной жесткий. То есть я вот считаю так, что лучший вариант полностью все снять. Если нет возможности, вариант с грунтовкой поверх краски, при условии, что плитка не тяжелая и не занимает всю площадь. Либо вариант снять краску и поверх шпаклевки, опять же, неоднократной грунтовкой. Все, всем удачи, пишите комментарии, буду рад.